Добрый день, уважаемые родители! Если вы увидели, что в 1,5 года у ребенка нет речи, а еще если он недопонимает речь, то есть не приносит вам то, что вы попросили, не выполняет инструкции, если у него нет сюжетной игры, то есть он не кормит куколку, не катает машинку, не играет с мишкой, не показывает пальчиком картинки, то стоит забеспокоиться. И прежде всего мы задаемся вопросом, что это аутизм, алалия, дизартрия, какое речевое нарушение есть у ребенка. Итак, важными симптомами речевых нарушений является непонимание речи, невыполнение или недовыполнение всех инструкций, слишком возбудимое поведение или наоборот ребеночек немножечко заторможен, есть отставание от возраста, нет сюжетной игры, нет жеста, не откликается на имя, смотрит в глазки или не всегда смотрит в глазки. А также игра носит простой характер. Бросил, посмотрел, чем-то стучит, чем-то гремит, много смотрит телевизор, не интересуется игрушками вообще. Стоит задуматься, да? И мы проводим тесты по проверке. Некоторые из этих тестов есть на нашем видео. Итак, что же это? Какой диагноз мы в этом случае поставим ребенку? Возраст 1,5-2 года – это возраст еще сенситивный, то есть идет еще только развитие ребенка. Поэтому это не алалия, не аутизм, не дизартрия. В этом возрасте чаще всего это задержка психоречевого развития, ЗПРР. И важно заняться вовремя ее профилактикой, так как мы понимаем, что в основе лежит незрелость, ребенок не понимает, то есть у него отсутствует принятие, хранение и воспроизведение информации, либо оно развито слабо, то слабо развито кортиколингвальный путь, то есть весь путь, который отвечает за психоречевое развитие. Для диагностики мы проводим слуховой вызванный потенциал, делаем электроэнцефалограмму и посещаем невролога. Вовремя, своевременно начатое лечение неврологом показывает, что через 3 месяца обычно появляется слуховое сосредоточение, глаз начинает смотреть в глаза, откликаться начинает ребеночек на имя, включается в игру. И несколько позже, до 9 месяцев, до года, появляется активная речь. То есть, если вы вовремя покажетесь и своевременно начнете лечение, то эта задержка психоречевого развития все-таки приведет к нашему выздоровлению. Такие диагнозы, как алалия, дизартрия, расстройство экспрессивной речи, расстройство рецептивной речи, сенсомоторная алалия, они могут ставиться только после 3 лет. Такие рекомендации я бы дала и по постановке диагноза аутизм. То есть вначале все-таки мы должны работать с задержкой психоречевого развития. Поэтому во всех случаях обратитесь к специалисту, и он подскажет вам, какое лечение нужно провести ребенку. Спасибо за внимание.